Заявление о завершении войны. Путин ставит ультиматум или зовет НАТО на переговоры. Москва ждет ответа. Срочное обращение к Вашингтону. Россия предлагает США заключить договор, но время ограничено. Пошел обратный отчет. О чем речь? Прорыв границы. Сыграла ли ставка на внезапность и что предприняли войска? Город погрузился в хаос. Правоохранители атакуют друг друга прямо на улицах. Официальное заявление властей. Предупреждение для друзей Путина. Раскрыта очередная схема Кремля. МИД пригрозил жесткими последствиями. Об этих и других главных событиях утро пятницы 16 января. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Попытка нового прорыва сорвана. Еще один участок российско-украинской границы под угрозой. Оккупанты делали ставку на внезапность. На Харьковщине пограничники бригады ГАРД сорвали попытку российских групп прорваться в сторону села Дегтярное. Раньше враг прощупывал оборону малыми группами, а теперь пошел уже массированно, и эту попытку отбили. Движение и накопление противника обнаружили вовремя и по пехоте комплексно отработали всеми доступными средствами. Так что прорыв сорвался еще на этапе попытки закрепиться. Неожиданно и чуть ли не впервые в этом году появился на экране Путин. Россия якобы заинтересована в как можно более быстром завершении войны против Украины, говорит он. Правда, тут же затягивает старую пластинку. Давайте вернемся к обсуждению новой архитектуры безопасности, которую Москва предлагала раньше, мол, это и есть ключ к урегулированию кризиса, как он называет войну. Не везде, в том числе в Киеве и поддерживающих его столицах, к этому готовы. Но мы надеемся, что осознание такой необходимости рано или поздно придет. Пока же этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей. Перевод с дипломатического на человеческий звучит так. Давайте новую Ялту, и тогда поговорим о мире. Показательно, что условия выставляются НАТО, а расплачиваться должна Украина. И пока в Киеве и столицах, которые его поддерживают, как он выразился, не готовы, Кремль обещает продолжать войну. Ядерная проблема на горизонте. Случай, когда намеки могут оказаться совсем не намеками. Последний ядерный договор между США и Россией доживает свои последние 3 недели, а Вашингтон молчит, говорит спикер Кремля, напоминая, что все еще ждет ответа США на предложение Владимира Путина неформально продлить еще на год ограничения на ядерную угрозу. Песков говорит прямо, реакции нет, а тема очень важная. Договор истекает 5 февраля 2026 года. Что будет дальше с ядерным оружием стран, у которых его больше всех, непонятно. Полагаем, что, конечно, более выгодный документ, более выгодный договор был бы нужен для всех. Но выход на такой договор – это очень сложный и растянутый по времени процесс. Ставки там простые и страшные. Потолок 1550 развернутых стратегических боеголовок у каждой стороны и не более 700 носителей, ракеты и бомбардировщики. Это последний предохранитель из эпохи договоров, который хоть как-то держал ядерный баланс даже в периоды жестких кризисов. Но у Трампа тон другой. В интервью The New York Times он говорит, если истечет, значит истечет. И хочет новый, более амбициозный договор с участием Китая. Но Китай на это отвечает нереалистично. Москва добавляет еще одно условие – обсуждать стратегическую стабильность без ядерных арсеналов Британии и Франции, мол, тоже нельзя. То есть вместо продления здесь и сейчас длинная, мутная и конфликтная драка о том, кто вообще должен сидеть за столом. Дипломатия на словах закончилась, теперь слово военным. Заграничные армии начинают прибывать в зону предполагаемого конфликта. Президент Франции при этом заявляет, история не прощает ни неподготовленности, ни слабости. То есть сигнал простой. Европа собирается держать Арктику и Гренландию под щитом союзников и не собирается смотреть, как один из партнеров по НАТО переписывает карту шантажом. В Гренландии у европейцев есть особая ответственность, ведь эта территория относится к Европейскому Союзу и принадлежит одному из наших союзников по НАТО. Франция приняла решение присоединиться к учениям, которые были запланированы Данией в рамках операции Arctic Endurance. Первая группа французских военнослужащих уже на месте и в ближайшие дни будет усилена силами на суше, в воздухе и на море.
Это уже выглядит как коллективная демонстрация силы. Германия, Норвегия и Швеция тоже начали переброску военных в Гренландию в поддержку Копенгагена и Нуука. Правда, Норвегия отправляет 2 человек, а Германия 13. И все это сразу после высоких ставок на встрече США, Дании и Гренландии в Вашингтоне, где, по данным Reuters, вскрылись фундаментальные, если не тупиковые разногласия о будущем острова. Тут также проснулись и в России и решили обидеться на то, что их обвиняют в какой-то там агрессии. Невооруженным глазом видно и очевидно вот эта самая ущербность многолетней линии Копенгагена на безоговорочное подчинение своему старшему союзнику США. Правда, об этом говорит именно Трамп, ругать которого напрямую пропагандистам, видимо, нельзя. Поэтому за его слова теперь прилетело всему Западу. Теневой флот теперь не только про нефть. Москва, по словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, собрала теневой, зерновой флот. И только за 2025 год вывезла с оккупированных территорий около 2 миллионов тонн украинского зерна. Он утверждает, что это зерно шло на рынки Африки, Азии, Ближнего Востока и даже Европы. А почти 40% объема, по его данным, ушло в Египет. Наша разведка уже обнаружила 45 судов, причастных к краже украинского зерна и его транспортировке на мировые рынки, и мы наложили санкции на 43 из них, а также на 39 капитанов. Мы также отслеживаем компании, причастные к этой незаконной торговле. Все они почувствуют на себе влияние украинских санкций. Дальше прямой призыв к Европе. Сибига требует системного противодействия и подключения Frontex, чтобы ударить по всей цепочке от портов и судов до покупателей. И формулирует цель жестко. В 2026 году Черное, Азовское и Балтийское моря должны освободиться от любых российских теневых флотов. 2 силовые структуры дерутся друг с другом прямо на улицах. Город оказался в невозможной ситуации после 2-го за неделю инцидента со стрельбой при участии миграционной службы, говорит мэр Миннеаполиса. На этот раз агент миграционной службы ранил мужчину в ногу. В ведомстве утверждает, что задерживаемый гражданин Венесуэлы, которого называют нелегальным мигрантом, атаковал офицера лопатой, и тот открыл огонь. Мэр Миннеаполиса при этом отдельно призвал протестующих не идти на провокации и не отвечать хаосом на хаос. Мы не можем отвечать на хаос Трампа своим, говорит он. Это невозможно продолжать. Ситуация, в которую сейчас поставлен наш город, неустойчива, и одновременно мы пытаемся найти путь вперед, сохранить безопасность людей, защитить наших соседей и поддерживать порядок. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что жители просят ограниченное число наших полицейских противостоять агентам ICE на улицах и помочь своим соседям. Контекст делает все еще токсичнее. Предыдущая стрельба с участием федерального агента была совсем недавно и уже расколола город. Теперь напряжение растет, потому что местные власти и миграционная служба действуют параллельно, конфликтно и, по словам мэра, буквально мешают друг другу, а улица в любой момент может сорваться в очередную ночь столкновений. Неожиданное развитие получила еще одна интересная ситуация. Каждое слово, сказанное в сети, может стать поводом для обращения в прокуратуру. Украина открыла дело против Леонида Волкова, политического директора Фонда борьбы с коррупцией, из-за фраз из личной переписки, которые теперь разошлись публично. Речь о статье за оправдание или признание правомерной агрессии РФ, а также, как пишут украинские медиа, еще об отдельной статье за оскорбление военных. Речь идет о сообщениях, написанных после известий о гибели главы русского добровольческого корпуса на фронте. Тогда Волков совсем не скрывал эмоций. В кои-то веки действительно случилась денацификация. Сдох нацик, который самим своим существованием был подарком для кремлевской пропаганды, который со своим клоунским корпусом решал мутные задачи гнусного деревенского политтехнолога Буданова. По данным этих публикаций, поводом стало депутатское обращение после скриншотов переписки, где Волков жестко высказывался об РДК и Буданове. Максимальная планка по этой статье до 8 лет, и это уже цепная реакция за пределами Украины. В Литве параллельно оценивают, не тянет ли эта история на риски для нацбезопасности и не станет ли она основанием для пересмотра его ВНЖ.
Интернет выключили, но не весь. Снаружи страна темнеет, внутри работает свой минимум. Государственные сайты, госсми, банки и критическая инфраструктура. И это уже не просто паника властей, а технология контроля. Помогали гасить связь те, кто уже 100 раз так делал. В Иране с 8 января пошел самый жесткий режим тишины за все годы. Массовые протесты пытаются задушить не только дубинкой, но и кнопкой «Off». Выключили интернет и всю связь. По версии экспертов, Москва годами подпитывает Тегеран инструментами подавления, от техники до цифровых решений, которые помогают пережить протесты и изолироваться от внешнего давления. Ключевой урок – отключать граждан, но оставлять государству управляемость, фильтровать трафик, давить VPN, выборочно резать платформы и коммуникацию. В России для этого существует модель с централизованным оборудованием фильтрации и блокировок у операторов связи. И логика такого суверенного интернета теперь все чаще всплывает в иранском сценарии. Власть способна фрагментировать коммуникации по географическому, временному и общественному принципам, обеспечивая при этом работу экономической и административной составляющих. Именно эта гибкость позволяет осуществлять репрессии в течение недель, а не дней. Дальше еще страшнее. Власти параллельно ускоряют строительство закрытого внутреннего интернета с белым списком разрешенных сервисов. Эксперт по цифровым правам Амир Рашиди описывает это как скелетную версию сети, урезанную и проще изолируемую от мира. И предупреждает, прежний интернет может не вернуться, а тем, кто пытается пробиться наружу через контрабандный Starlink, отвечает глушением и охотой на терминалы. А мы для подобных случаев тоже имеем решение. Мы разработали Next Step VPN для того, чтобы вы чувствовали себя в безопасности в сети. Next Step VPN, который мы запустили для вас, нужен не только для галочки и не только для обхода блокировок. Он нужен, чтобы в любой момент у вас была связь, информация и доступ ко всему, чтобы вас нельзя было выключить одной кнопкой. Next Step VPN. 2 клика, и вы всегда на связи. А в прошлом выпуске мы рассказывали вам о режиме чрезвычайной ситуации в Украине, о блэкауте в 2 новых областях и срыве поставок оружия из Ирана в РФ. Политзаключенные выходят из тюрем, а Трамп говорит наконец-то, кто во всем виноват. И тяжелый, но важный случай. Суд отпустил фигуранта дела о гибели 9 младенцев, выбрав самую мягкую меру пресечения. Подписывайтесь, чтобы не пропускать ничего важного, и до встречи уже вечером.